Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь по месяцам 2023 года. Юпитер в Тельце с середины мая, и это будет оказывать на нас, на всех, влияние до конца года. Надо сказать, что первую половину мая Юпитер будет в знаке Овен, а с 16-го уже Телец. И если Овен – это у нас решимость, импульс, экспансия, то Телец совершенно наоборот. Это стабильность, финансовая стабильность, и здесь может произойти словно смена декораций. Этот момент перехода, он может, в принципе, быть где-то с таким критическим оттенком, знаете, как смена шаблона. Мы можем случайно узнать какую-то правду, и это не то, на что мы влияем, это какая-то обстановка вокруг нас может коренным образом как-то измениться, и нам ничего не останется, как принять какую-то новую реальность, подстроиться под что-то. Или вообще до конца года мы будем выстраивать свой островок стабильности. И это, кстати, очень актуально. Но давайте мы посмотрим. Достанем по одной карте на месяц, посмотрим на удачу и успех, чтобы оценить последующие полгода. Хочется это сделать. Я когда-то подобный расклад делала. Первый раз это был 21 год. И, кстати, навел меня на такую возможность, или попросил точнее, и именно близнец, который планировал открыть бизнес. И ему было интересно, как дальше события разовьются. Ну вот давайте повторим. Хотела делать этот расклад на весь год, но там у меня была пауза. Итак, май, июнь. На удачу и успех. Что нам подскажут? Июль. В чем повезет? Август. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Май месяц, месяц перехода. Динамика. Динамика – это у нас принц жезлов, и это, знаете, чего-то мы не можем оставить на потом. Работа с информацией. Может быть, много будет перемещений, много будет интересов. Где-то вы будете, как в своем фарватере, вы быстры на подъем, вас много вещей, которые вас интересуют. И здесь как раз работа как сама по себе с какими-то новостями, или приходят какие-то события. И есть динамика жизни, нет застоя для близнеца. Это все очень даже нравится. С другой стороны, это вы можете засобираться куда-то и поехать, ведь так тоже может быть. Какая-то обстановка, может быть, вокруг вас меняется, или еще ситуация, и какие-то новые предложения по работе тоже у нас могут быть, или наши какие-то честолюбивые планы. Но сама по себе карта, словно, знаете, такой азарт в хорошем смысле передает, изменяющиеся события в принципе. Но для вас нет никакого негатива в этой карте, и поэтому можем где-то под себя подстроить любую ситуацию, извлечь какую-то пользу, и нам понравится, одним словом. Давайте посмотрим, что у нас в июне. В июне у нас может быть словно какое-то ожидание денег, или еще какая-то ситуация, которая была на паузе, или, может быть, не на паузе, а что-то назначено у кого-то, и мы уже как бы знаем, что это должно свершиться, какой-то вопрос, может быть, рассмотреться, или по документам что-то подписаться, вот как будто нужно подождать. Это мы, опять же, на это не влияем, точнее, и поэтому набраться терпения будет правильным. Но, с другой стороны, это карта прогресса и роста, потому что пентакли, которые изображены, они же растут, как будто так, по умолчанию. Поэтому у кого-то буквально, если деньги не получили в июне, значит, мы их все равно, даже пусть с какой-то задержкой, но мы их получаем, кто знает, может быть, с процентами. Или мы что-то тут создаем, делаем, и тоже все равно есть момент, что в последующем нам это принесет либо прибыль, либо какие-то новые перспективы перед нами открывает. Но сказать, что мы куда-то ускоряемся, если, например, в мае есть у нас динамика по принцу жезлов, то надо сказать, что в июне-то вот как раз нет. Тут есть словно пауза какая-то, или мы сами, может быть, никуда не торопимся, а где-то в спокойном более ритме находимся. Сказать, вот если начинать новые какие-то дела, то, безусловно, май прекрасно. Но в июне лучше
для отпуска, наверное, подойдет. Или когда мы самому себе можем позволить отдых. Давайте посмотрим, что у нас по июлю. 5 минут до старта. Вот правда. Если будет передышка в июне, так ненадолго. А дальше в июле шикарная карта тройка жезлов. Это когда, знаете, сбываются наши мечты. С одной стороны, всегда по этой карте наша прочная позиция, потому что у нас все под контролем. С другой стороны, новые перспективы открываются. Как, может быть, предложение приходит, так и информация, которая открывает эти самые перспективы. Взаимодействие, может быть, с миром. Тут могут быть и путешествия, и смена работы по этой карте, или какие-то новые грани сотрудничества вот уже на имеющейся работе, или мы можем построить карьеру. По этой карте прекрасно проходит тоже еще и обучение, когда мы открыты в принципе миру и всему новому. Это очень импонирует близнецам. Где-то вы в своей энергии будете, что я хочу что-то осуществить, я этим занимаюсь, и у меня это получится. Ну, почти как принцип мага, правда, волшебника. И июль продуктивный месяц. Как и начинать надо что-то, если вы долгое время вот как раз раздумывали. Вот тут благоприятный месяц. Не случайно по этой карте 5 минут до старта. Мы уже внутренне как будто к чему-то готовы. И перед нами вот осталось дождаться, выбрать тот корабль, да, как вот на карте изображено, на какой мы запрыгнем и отправимся в какое-то светлое будущее буквально. И надо сказать, корабль один из символов Меркурия, очень вам символично. Не мешкайте, наверное, в июле, как будто или осуществляйте что-то, или начинаете что-либо. И у вас получится. Август. У кого-то дела семьи, где-то и ваши идеи, безусловно, у кого-то личная жизнь, у кого-то, может быть, контакты с человеком по поводу нового сотрудничества с человеком, рожденным под знаком зодиака. Стихия Земли, кто знает. Финансовые вопросы вы можете улаживать или составлять себе какую-то бизнес-программу или программа моей финансовой стабильности. Если мы говорим конкретно о королеве Пентаклей, это та, которая из хаоса умеет создать порядок. Нам захочется, может быть, навести порядок в своих делах, в своих идеях. К идеям тоже нужно быть внимательному. Почему? Здесь, опять же, 2 месяца прекрасных, как июль, так и август, начать что-то новое, воплотить что-то в реальность из нашей мечты, да? Материализовать буквально, потому что вот этот райский сад, среди которого восседает королева Пентаклей, она создала своими руками по этой карте именно, когда мы какую-то идею, мечту воплощаем в жизнь. И здесь у каждого по-своему. У кого-то проект творческий воплотить в жизнь, у кого-то, может быть, получить должность, у кого-то заняться собственным бизнесом или развитием собственного дела, монетизировать, может быть, свое хобби или ремесло свое развить. Но, одним словом, перенести из наших планов на нашу земную реальность. И заработать деньги-то тут тоже. Тут на деньги как раз очень все благоприятно и, самое главное, стабильно. Если мы говорим Юпитер, Тельце, это финансовая стабильность. Вот она, собственно говоря, олицетворение этой карты. Идем дальше. Что у нас в сентябре? Карта башня. И надо сказать, с одной стороны, это какие-то преграды, это то, что раньше было, знаете, как барьер. Вот теперь он падает. Почему? Потому что часто ведь это у нас как тюрьма изображается. То есть то, что нас прежде сковывало. Но, понятно, в старшем аркане не одно только значение. И есть и другой смысл, когда какие-то непредвиденные события, которые мы не могли предугадать, что-то невозможно было просчитать. И по этой карте может, как буквально что-то выйдет из строя, да, и нам придется, может быть, ремонтировать, ремонт дома или какой-то системы дома, или что-то вот такое, да, когда, ну, пришло в негодность. Но, увы, по этой карте могут быть и как раз те события, которых мы не ожидаем, то, что мы называем обстоятельствами, как будто вокруг вас какая-то реальность тоже может измениться, и вам придется это учитывать. И каково бы это на первый взгляд
каким бы точнее ни казалось, или какие бы эмоции у нас это не вызывало, все равно нужно помнить, что для нас это во благо. Пусть какое-то время мы словно в невесомости, мы не знаем, что делать, что предпринять, как действовать дальше, какую себе коррекцию в наших планах, в целях внести. Но карта сама по себе, она говорит, что пройдет какое-то время, и когда все стабилизируется, это неизбежно, то появятся уже какие-то для нашего собственного прогресса и возможности. Но на первый взгляд, на первый момент мы можем где-то, растеряться. Надо сказать еще и другой момент. Если мы сказали, что это тюрьма у нас, олицетворение по этой карте, и здесь падают оковы, разрушаются стены, то мы свободны. Еще иногда эта карта именно о свободе. Поэтому, если у вас какие-то вопросы были, не решены, может быть, у кого-то буквально в каких-то судебных инстанциях, или что-то было то, что вас словно держало на крючке, то, скорее всего, к сентябрю вы уже точно в сентябре, по крайней мере, можете почувствовать словно облегчение, какой-то вопрос навсегда ушел из моей жизни. Я его решил или я его закрыла уже. Вот что-то такое может проиграться. Старший аркан, когда выпадает, это значит события которых мы не отменим, словно, наверное, в небесной канцелярии уже прописано в расписании каком-то. Что-то нам придется или через что-то пройти, что-то пережить, с чем-то столкнуться или чего-то дождаться. Но, с другой стороны, я думаю, для большинства из вас, мои дорогие близнецы, посмотрите, одна карта напротив другой. Пусть оно так получилось. Случайно мне положить эти карты. И как раз это может свидетельствовать то, что у вас где-то в июне будет в ожидании, уже в сентябре будет окончательное разрешение какого-то вопроса. Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но уже то, что вы, знаете, словно черту какую-то, знаменатель к сентябрю подводите, и уже четко понимаете мои возможности и, главное, мои желания, мои планы. Какой-то новый путь для вас будет открыт, я абсолютно убеждена. Или какой-то вопрос решен окончательно. Идем дальше. Что у нас в октябре? Вы останетесь точно довольны. Свою какую-то программу по финансам близнецы выполнят определенно. Девятка пентаклей. Правда, карта говорит, что деньги глобально мы не тратим, но деньги как будто будут. Но 9 по нумерологии это как преддверие перемен. Будут перемены. И нам даже карта рекомендует, что несмотря на то, что по денежкам у тебя все хорошо, стоит словно не тратить, потому что впереди какая-то ситуация поменяется и для чего-то более важного, может быть, глобального. Вам деньги потребуются, кто знает, может, переезд какой-нибудь задумаете, или смену места жительства просто, или как-то улучшить что-то захотите в своей жизни, или просто отправиться куда-то в путешествие, кто знает, так или иначе. Вы, близнецы, остаетесь на октябрь месяц довольны именно финансовым положением. И опять же, у нас все под контролем. Ноябрь. Карта влюбленная. Ваше взаимодействие с человеком, который для вас важен в вашей жизни. Это старший аркан, и как будто какой-то вашей истории не избежать. Может быть, у кого-то новое знакомство, а у кого-то из вас какое-то важное решение. Это всегда выбора карта, безусловно. И для кого-то из вас это выбор может быть по работе, по сфере деятельности. У каждого какая-то своя будет тема, очень важная, которая не на 1 месяц, а который откроет перед вами какие-то перспективы. И от вашего решения будет зависеть ваше качество жизни на последующий период. У кого-то может быть и смена статуса, безусловно, но она приходит либо через работу для кого-то из вас, а для кого-то через личные отношения. Что-то, с чем-то вы должны, мои дорогие близнецы, в ноябре определиться. Но сама по себе карта добрая, карта где-то дипломатии, когда мы любой вопрос можем порешать, когда мы останемся довольны, как с собой, так и решением каким-то, когда у нас все, в общем-то, в плюс складывается. И, безусловно, взаимопонимание, дипломатия тоже проходит по этой карте. Сам по себе месяц прекрасный. Ноябрь, это у нас декабрь, извините.
Ну, наверное, вот такой итог замечательный, 20-й старший аркан, два старших аркана. Посмотрите, как здорово. И даже если нам с чем-то придется в сентябре столкнуться с какой-то реальностью, да, ну, можем растеряться, но ненадолго. Словно любую ситуацию близнецы смогут раз вот так и повернуть как-то легко в сторону изобилия, процветания, может быть, в сторону любви, взаимопонимания. И когда, в принципе, вот очень добрая карта, 20-й старший аркан, и она нам говорит избавление от боли, избавление от страданий. Когда мы оставляем прошлое в прошлом, вот от начала до конца, нам отсюда только вперед, об этом говорит аркан. И это уже предвестник, знаете, как обновление, кстати, по этой карте, омоложение даже проходит. Правда, ну, смотря на что мы смотрим, но в целом вот такое позитивное значение, когда просто нет прошлого, понимаете? Нет чего-то старого, ненужного, то, что нам уже где-то мешало, когда мы освобождены от каких-то разочарований. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы.